У буфетчицы случился нервный срыв. Она начала бить витрины, кричать. Потом я увидел КГБшников. Нам было по 18-19 лет. Для нас это была такая экскурсия в Советский Союз, институт, где реальные ученые, которых мы знаем, снимается кино, и для нас это все было такое вау. Нас всех полностью переодели. Нам выдали все: зубной порошок, там, зубные щетки, часы, волна. У меня была с собой камера пленочная, которую мне разрешили пронести с собой на территорию института. Нас в какой-то момент всех вызвали в первый отдел и, просили, заставляли скорее подписать подписку о сотрудничестве. Одного моего друга попросили, но он отказался, то ему отрезали клок волос. Он был против, конечно, но он знал, что мы потом идем стричься. Это математик Дмитрий Каледин, который читает нам лекцию, реальную лекцию. Вот тут сижу я, здесь мои одноклассники бывшие. Нам говорили, что это пространство, в котором можно больше, чем можно в реальности. Было такое подозрение, что все как-то немножко подстроено. Когда люди общались друг с другом, было немножко непонятно, это естественное общение или это немножко игра. Как будто это все было создано под нас. Я находился рядом со столовой, и у буфетчицы случился нервный срыв. Она начала бить витрины, кричать, визжать, легла на пол. Я увидел сотрудников первого отдела, то есть КГБшников. Для меня было самое важное просто ее как бы увести подальше оттуда, и все. И я пока шел, у меня было две мысли. Почему, ей плохо, у нее нервный срыв, но она при этом совсем не против того, что вот прямо перед нами идут 3 человека, и ее снимают, и она не хочет это остановить. Одно из правил заключалось в том, что можно было сказать «стоп» в камеру. Как я узнал позже, был всего один случай, когда было сказано «стоп». Профессора, сотрудники, которые находились там в комнате в тот момент, очевидно, не имели никакого представления, что эта сцена планируется. Это, может быть, меня задело гораздо глубже, чем фильмы с насилием, которые мы все привыкли смотреть. Результат этого проекта, он получился больше про людей, чем про время или эпоху. И вот эта их фраза «в институте вам можно больше, чем в реальной жизни», для нас она была абсолютно нерелевантна. У нас не было чего-то в реальной жизни, чего мы не могли себе позволить, такого, чтобы вот пройти через этот длинный коридор, оказаться в 1964 году и там вот все это сразу сделать. Но видно, что со многими людьми это происходило.